Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня я иду в лес за грибами. Вернее, нет, не я, а мы с моим помощником Рубиком. И сначала мы идем не в лес, а в черешневый сад, за черешней. А потом уже за грибами в лес. А для тех, кто впервые на моем канале, скажу пару слов о себе. Меня зовут Ирина. Я живу в Болгарии уже давно, в селе Подвес. Вокруг нашего села прекрасная природа. Есть и лес, и озеро, и даже черешневый сад. Этот черешневый сад очень старый. Он был когда-то государственный, но теперь он общественный. То есть, кто хочет, приходит и собирает черешню. Вот и мы сейчас соберем немного. У меня в саду есть одно дерево черешни, но она поздняя и сейчас еще зеленая. А здесь черешня уже есть спелая. Правда, в основном высоко, наверху. Внизу уже все оборвали. Можно было бы, конечно, на дерево залезть, но я не полезу. К сожалению, деревьев с каждым годом становится все меньше. Они очень старые, за ними, конечно, никто не ухаживает, а только наоборот ломают ветки при сборе черешни. Сегодня людей мало, пару человек есть с нашего села. Здесь под черешнями бывают шампиньоны. Посмотрим, может быть, найдем. В этом году очень дождливая весна, и грибов много. А вот они и шампиньоны. А грибы собирать я люблю и неплохо в них разбираюсь. Но в этом году еще не ходила за грибами. Шампиньоны бывают не только съедобные, но и ядовитые. Поэтому я их собирать не очень стремлюсь. Я один раз очень давно отравилась ими. С тех пор я отношусь к ним с опаской. Дело в том, что внешне они ничем не отличаются, а отравиться можно достаточно серьезно. Но отличия все же есть. Во-первых, это запах. Хорошие шампиньоны имеют обычный грибной запах, а вот ядовитые имеют химический запах. То есть они пахнут то ли карболкой, то ли аммиаком. В общем, запах неприятный. Но он не такой уж сильный. И не у всех ведь хороший нюх, как у меня и моей собаки. Поэтому можно и ошибиться. Особенно если грибов много, каждый из них нюхать, наверное, даже и собака не справится. У меня вот так и получилось, когда я отравилась шампиньоном. Это было много лет назад. Грибов мы тогда собрали несколько ведер, перерабатывала я их сама, и каждый гриб нюхала. В общем, даже мое собачье обоняние притупилось, и один ядовитый гриб я пропустила. И потом он попался именно мне. В больницу я не попала, но плохо мне было целую неделю. Кроме запаха, есть еще отличительная черта у этих грибов, но она тоже не настолько яркая. Эти грибы на срезе немножко желтеют, но совсем чуть-чуть, поэтому и это можно не заметить. А недавно я узнала еще отличительную черту этих шампиньонов. Основание ножки, которая находится в земле, при срезе оно желтеет сильно. То есть нужно шампиньоны не срезать, а вырывать их из земли. И если есть сомнение, разрезать ножку у гриба вдоль. У ядовитого гриба в самом низу на срезе ножка пожелтеет достаточно сильно. Вот это отличие я недавно узнала. И вот эти чудные грибочки, которые я нашла сегодня, оказались ядовитые. Поэтому с сада мы возвращались без грибов, а только с черешней. А за грибами мы пойдем в лес. Лес вокруг села почти есть со всех сторон. Но я решила полезть в гору. Этот лес самый близкий, но и самый неудобный. Приходится постоянно подниматься в гору.
Но мне сказали, что там сейчас были лисички. А хочется лисичек. Вот идем, грибов пока не видно. Вернее, есть, но что-то сомнительное. И опять же шампиньоны. Их я даже срывать не стала. Еще вот нашла пару рыжиков. Но они старые. Пусть сидят. А мы идем все выше и выше. Я, конечно, немного опоздала с грибами. Последнюю неделю дождей уже почти совсем не было. Надо было чуть раньше, но не получилось. Ну ничего, не найдем, хоть прогуляемся. Но вот мы почти на самом верху. Все, устали, отдохнем и пойдем обратно. В общем, лисичек мы не нашли. Но я знаю место, где сейчас должны быть зонтики. Сейчас за кустами я увидела какое-то животное размером примерно с собаку. Я ничего не смогла рассмотреть, но силуэт как примерно как у собаки. Но я думаю, что это не собака, потому что она вот тогда подбежала бы к нам. Не знаю, шакал или кто. Что-то идти туда и проверять мне не хочется. И вообще что-то захотелось уже идти обратно. Странно, Рубик не отреагировал. Он, наверное, очень устал и не унюхал. А я прямо увидел. А может быть, это кабан. Здесь много кабанов, но я думаю, от него было бы больше шума. А шума я не услышала. Я только увидела силуэт. В общем, пора нам идти домой. Но по дороге мы обязательно посмотрим зонтики. Это недалеко от села. В прошлом году их там было очень много. Я думаю, и в этом они там будут. Пойдем? Как я и думала, они тут есть. Они такие большие, что нам точно хватит. Их шляпка может достигать 20-25 сантиметров в диаметре. Это гриб 4 категории, но он вполне съедобный и вкусный. Вот так они выглядят. Возьмем их, раз ничего другого не нашли, и пойдем дальше, через кусты продираться. Но мы уже близко к селу. Ура, мы выбрались! Вот наша деревня, наш любимый подвес. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не с нами. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, я буду очень рада. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго, всем пока!